Привет. Здравствуйте. Доброго вечера, мы из Украины. Слышно меня? Да, слышу. Ну, таки микрофон какой-то не это самое, не очень. Я думаю, не слышно будет. А вы, Ну, я тебя слышу внятно. Ну, вы откуда из Украины? с Одессы. Может, я вот этим новостям ни хера не доверяю, хотелось с обычными людьми пообщаться. Потому что так, мне кажется, нельзя телеку доверять. Телеку вообще нельзя доверять. У вас там, кроме Скобеева и Соловьева, никого же ничего нет, Киселева. Адекватных у вас журналистов же, ну, отсутствуют, только блогеры разве что. А вы, кстати, слышали, такая новость, я сам не поверил. Короче, что украинские спецслужбы хотели этого Соловьева заказать. Да, это бред. Это чистый бред. Ну, кому он нужен? Ну, давайте так по-взрослому будем разговаривать. Ну, у него отобрали то, что было, у него там все, что он награбил у вас там, виллы эти все в Италии, на озере Кома. Все отобрали. Зачем? Кому он нужен вообще? Ну, так вот. Ну, для чего? Ну да, наверное, мне Ну, тоже разве такой. что свои. Может, он у кого-то сильно отобрал, может, свои и хотели заказать. И Ну, решили, украинцам это нахер не надо. Ну, вот так я тебе скажу честно. Нет, злость есть, конечно, к нему какая-то, как бы все, ко всем пропагандистам. Ну, в рыло б дал бы. Но специальную операцию для этого осуществлять, я думаю, что это бред. ну а вот что вы можете мне рассказать про дом профсоюзов, что там произошло? Я потому что тоже разная информация, Ну, просто как житель Одессы, вот мне. ну, я вам так скажу, что люди, которых купили на деньги российские, хотели, ну, кипиш создать. И поэтому пострадали. У меня никакого нету сочувствия к ним абсолютно. При том, что я не западенец, там, знаешь, как вот обычно говорят, что там Западная Украина, там еще что-то. Я русскоязычный человек, ну, я считаю, что эти люди просто хотели предать свою страну и за это пострадали. Ну, Просто за деньги хотели, за бабло хотели, ну, а может, сделать кипиш. может быть, так жестко не надо было, просто какие-нибудь там, не знаю, у вас типа ОМОНа вот Нет, так это. пойми правильно, когда люди в таком состоянии, ты же не знаешь всего. Я тебе могу рассказать, как до дома профсоюзов дошло это. Это все началось еще на Дерибасовской, когда ну, камнями друг друга закидывали, били битами по головам людей, там, я не знаю. Потом в Оконцове, ну, когда ну, более внятные люди, которые реально ну, за свою страну, они шли дальше. Ну, когда тебе уже по голове дают и камнями в тебя бросают, ну, ты сам поймешь, да, вот что э, ну, адекватность в этом случае уже, ну, такое второстепенное. Эти люди, ну, пытались побить людей с украинским флагом, м, ну, их били, а они в ответ то же самое сделали. При том, что я тебе так скажу, знаешь, ну, нету четкой уверенности в том, что они сами могли себя поджечь, потому что у них тоже были коктейли Молотова с собой и всего остальное. А что-то вот мне аудиозаписи, короче, попадались, то, что вот в пожарную звонили даже местные жители, и, короче, пожарные ни хера не приезжали. Что-то то ли боялись, то ли почему-то не хотели туда ехать. Честно, не могу тебе сказать однозначно. Не знаю, может не хотели, а может реально боялись.
Поэтому, ну, четкого ответа, ну, я не знаю четкого ответа на этот вопрос. Но я тебе могу лично сказать, почему. Потому что люди, которые хотели предать свою страну, они пострадали. Вот и все. Мне вот тут до этого парень попадался тут вот в чат рулетки. Я ну, молодой, ну, может, лет там на 15 помоложе меня. Я у него за Дом профсоюзов спросил, он говорит, да там, говорит, биомусор был, такие недостойные жить. Вот такое выдал. Ну, знаешь, ну, может, это очень злобно сказано. Ну, я, конечно, так не поддерживаю, но я тебе просто скажу, люди те, которые за деньги решили поменять страну, ну, как бы, они пострадали. Я не считаю их биомусором, но, ну и не считаю, что они, ну, какие-то хорошие люди, потому что, ну, за бабки страну не меняют, согласись. Да нет, конечно. Ну, вот и все. Вот. Но я тебе говорю четко, так как, ну, я лично, я был на Дерибасовской, я тебе еще раз говорю. И люди, когда, ну, как тебе сказать, ну, адекватного ответа я не мог понять, за что они против своей страны. Ну, адекватного ответа не услышал ни от одного из них. Поэтому, ну, как бы, при этом, я тебе еще раз говорю, эти люди кидали, стреляли, и у кого-то был травмат, у кого-то была дубина, у кого-то что-то было там. Ну, а они взяли и они выбрали свою сторону, и поэтому они получили. Вот Ну, и все. я так понял, что это необычные такие вот, как это какие-то разногласия, пришли, морду побили и разошлись, потому что я так понял, что с обоих сторон, в принципе, оружие было. Нет, не прав. Вот я тебе честно скажу, со стороны людей, которые были, На ну, улице. ну, у них ничего не было. Те люди, которые в Дом профсоюза ушли, они были подготовлены. У них было все, у них были травматы, у них были дубинки, у них были коктейли Молотова. Я же тебе поэтому и говорю, что я не отрицаю тот момент, что они пострадали сами из-за того, что у них эти коктейли Молотова были. Может, кто-то уронил, может, кто-то... Там их никто не забрасывал. Я тебе это 100% могу сказать, что их никто не забрасывал коктейлями, их никто не обстреливали, при том, что начнем с того, что была полиция, полиция была вооружена, она могла бы просто, ну, стрелять, но она не поддерживала ни одну, ни первую, ни вторую сторону. Вот у меня вот тоже вот такой вопрос. Вот я... Да, они бы могли бы их убить еще до того, как они, ну, до Дома профсоюза дошли. Этот Ну, документальный поэтому, как фильм, бы... этот документальный фильм смотрел про какой-то немецкий режиссер, что ли, и там показывали, я помню, что-то полицию показывали, и они так что-то стояли, мялись и не вмешивались. Я так тоже как-то... Ну, у нас это, ну, я тебе четко могу сказать, что так оно и было. Потому что полиция не знала, ну, на чью сторону. Жінка готує, поэтому Ну, ругается. Ругается, что я не помешал. Не помешал то, что она готовит. Да. Так вот, я тебе говорю, что, ну, четкого не было, ну, на чью сторону встать. Во-первых, была абсолютная неопределенность. Не все бегали кто-то с триколором, а кто-то с нашим флагом. Понятия четкого не было, но я тебе так скажу, что там не было, как вот тебе говорят, что казнили, наказывали.
фашисты. Ну, до сих пор никто, ну, фашиста ни одного еще не нашел на территории Украины. Вот просто. Я одессит, я разговариваю на русском языке, и меня никто не ущемлял. Ни до 12 до 14 года, ни по этот день. Не, ну Так что вот так вот. такие вот люди, они вот, которые в татуировках, вот в этих вот таких вот. Ну, в каких татуировках? Ну, вот я тоже в татуировках. Не, такие времен Второй мировой. Ну, сластику ты имеешь? Да. Ну, блин, я честно, я не могу говорить за тех солдат, у которых есть свастика, даже с нашей стороны. Ну, давай так скажем, ну, у вас это В и Z, это ж полный пиздец. Ну, Z существовало блин, эсэсовцев, и В, вот это вот. Ну, я не знаю, у вас что, других букв нету? Как только взять Z и V, ну это капец. Ну, у вас 33 буквы алфавита, как и у нас. Ну, как бы можно было бы что-то намного внятнее бы приобрести. Ну вы взяли буквы Z. Это жесть. Ну, не знаю, наверное, просто Ну они для чего Z нужно? хотели как-то упростить, чтобы ничего не придумать, а для себя им понятно было. А уже потом они, может быть, додумали для людей. Я думаю, что если вы букву Я бы поставили, ну это было бы понятней бы в 10 тысяч раз. И никто бы не перепутал букву Я. Потому что ее не существует ни на других алфавитах. Правильно или нет? Ну, не знаю, они, наверное, именно на латинице хотели написать. Блин, Какой-то, типа поумничать хотели? наверное, не знаю, Поумничать, я понял. какой. А у меня вот еще такой вопрос, такой, как Да. говорится, глобальный. Как вы думаете, сколько вот это вот еще продлится? Потому что американцы говорят, ну там как в Афганистане лет 10, если не больше, а некоторые, короче, ну все расходятся. Я не думаю, что эта война продлится долго. Почему? Потому что такого отпора, честно говоря, как дала Украина, Россия еще никогда не чувствовала. Ну, я это адекватно могу сказать, потому что, Чечня, Грузия, Афганистан даже, нигде Россия, не терпела такого отпора, как сейчас украинцы дают россиянам. Поэтому, и второе, самое главное, 140 стран поддерживают Украину. 140 стран. Начнем с того, что вы даже уже туалетную бумагу отбелить не можете. Так вот, если будем адекватными. У меня нету злости к внятным россиянам. Чтобы ты тебе сразу сказал. У меня есть злость к тем людям, которые пришли в мою страну, которые просто взяли разрушать. У меня ребенок спит, чтобы ты понимал, я тебе рассказываю, у меня вот дома каждый день я матрасом закрываю окно, припираю его ковром, и у меня ребенок спит под сиреной. Под сиреной. Люда, помолчи, жена у меня просто намного эмоциональнее, чем я. Я говорю абсолютно просто. Адекватный парень, да. Но Пискан передаст то, что они крылатые ракеты запустили, сегодня 5-летнего ребенка покалечили у нас на море. Да. Поймите, любому внятному отношению приходит тоже, край. Когда мой ребенок, я еще раз говорю, спит под сиренами и его окно закрыто матрасом, какой я должен, как я должен относиться
другому такому же жителю, только из той страны, которая на меня выпадает. Я не знаю. Ну, мне вот кажется, что, наверное, все-таки самая такая позорная война, это вот, наверное, первая чеченская, там, потому что очень такой, и такой сомнительный мир Лебедь подписал, чтобы тогда Ельцин выиграл. Лебедей убили сразу после этого. Это единственный, я тебе хочу сказать, это, наверное, единственный внятный генерал, который был в России. Ну, не этот оленевод, который сейчас руководствуется вашей страной. И, блядь, ну никак не Рамзан Кадыров. Этот человек предал свой народ лично. 300 тысяч чеченцев, женщин, детей, стариков было убито за Первую и Вторую Чеченскую войну. И этот человек просто за бабло предал своих однополчан, своих односельцев. Я даже не знаю, как сказать, своих, ну, свою нацию просто предал за бабло Путина. Ну, тогда вот он сделал выбор, он мог и ту, и другую сторону поддержать, а тут как бы кто больше предложил, такой вот. Ну, так подождите, значит, получилось так, что за свободу из всех вот этих вот войн, которые существовали и существуют, да, вот только одни украинцы смогли внятно выстоять. И до сих пор это делают. Где? 80 дней. Нам сказали 3-4 дня, и мы возьмем Киев. Они так хотели. Ну, и они не могут взять даже... блядь, мне очень жалко мариупольцев и азовцев, те, которые сидят. Блин, там... Ну, если бы ты видел фотографии, там, ну, из 1000 человек 600 раненых. У них нет рук, нет ног. И при этом эти ребята, ну, никак, и уже окружили их, ну, я не знаю, ну, полностью окружили. Но никто не может их сломить. Я смотрела НТВ, они там передают, что них там убивают, страшное дело. Ничего они не могут сделать. НТВ мне вот это вот как победить не могут, да, истребляют, да, убивают, да, калечат. Ну, они не сдаются. Вот самое интересное, они не сдаются уже 80 дней. Ребята уже, которые под фосфорными бомбами, там, я не знаю, ну на них уже скинуто больше, чем, ну, я смотрел какого-то эксперта, и он сказал, что уже на Азовсталь сброшено было 15 Хиросим. 15! И они живы. Прикинь. Ну, так вы в советское время было заработано. заработано. Дух этих людей. Я не знаю, это они круче, чем спартанцы. Просто круче. Круче всех. Их занесут, я вам говорю, вот пройдет время, их занесут, я не знаю, они, ну, они круче, чем киборги, бля. Просто. Которые Донецк защищали. Ну, украинцы такие, дядька, не такие. Ну, не победить им нас. Нас можно истребить, победить нас нельзя. Я вот сейчас жду, у меня жена, если сейчас уедет в Турцию, с ребенком, с тещей, с матерью, я сам иду, я уже записан в тероборону. Я вот завтра тоже пойду. Ну, потому что по-другому никак. На 40 миллионов всего лишь. То есть но все у вас с этим нет проблем, да? Патриотизмом? Не, да. В смысле, хочешь там на войну, пошел на войну. Конечно. У нас только одобряется. А у них не хотят. Люда, не кричи, пожалуйста. Нет. У нас... Ну для чего? То теперь никто не хочет идти, потому что они понимают, у меня супруга слушает и, понимаешь, это пытается вклинить разговор. Я тебе так скажу, смотри, у нас только это приветствуется.
У нас просто... Но единственное, я тебе другое хочу сказать. Вот смотри, я тебе отвечу на твой вопрос еще как. В тероборону можно пойти хоть завтра. Тероборона является, ну, таким, как тебе сказать, а что это? Это не секрет. Это не секрет. Но там больше, чтобы мы гражданский как бы... Ну, порядок защищать. Порядок, там, да, типа да. дружинники, да? Да, Грубо да. говоря. Но, поверь мне, есть четко, ты заходишь, и тебе говорят, ты хочешь другой выбрать путь? Не вопрос. 1,5-2 месяца обучения. 2 недели. Но это 2 недели, это... Нам американцы прислали такое оружие, и мы научились им за неделю пользоваться. И, блин, наши пацаны так херячат, что дай боже. Ну, ты услышал. Угу. У нас... Да, у я нас тебе есть... говорю, хочешь обучиться, ты идешь моментально, обучаешься. При этом ты обучаешься пользоваться не обычным Калашниковым, а любым другим оружием. И джавелином, и... Ну, я тебе говорю, что если из этих 40 миллионов, которые уже есть, ну, пусть даже 10% пойдут, это 4 миллиона обученных людей, пойми правильно. 4 миллиона. Это даже любая мобилизация не поможет России. У нас, знаете, какая ситуация? Я вот, ну, решил чисто как поинтересоваться в местный военкомат в наш. У нас такой небольшой городок, ну там 12-15 тысяч человек живет. А с какого ты города? В Свердловской области, Красноуральск. Ну, я вам так объясню. Вот Нижний Тагил, вот там, где танки делают, мы вот где-то в 70 километрах. Так уже и танки делать не из чего, начнем с этого, правильно? Ну, не знаю, я у них на заводе не был. Ну, электроника пропадает. Ее уже никто не поставляет. Они танки, вагоны делают, у них как... Ну, вагон это говно, ты сам понимаешь. Вагон это просто корыто. Корыто на колеса. А танк, помимо того, что там есть дуло и броня, правильно? Танку еще что нужно? Система наведения, правильно или нет? Тепловизоры там всякие. Высокоточные технологии нужны. А их не производит Россия. Ну, она не производит. Давай начнем просто абсолютно честно разговаривать друг с другом. Начнем с того, что наушники, которые на тебе, не производит Россия. Они китайские. Ну, так и Китай уже ничего не хочет поставлять. Вот в чем беда. Да, в принципе, я их давно покупал. Я про военкомат. Пришел военкомат. Думаю, дай поинтересуюсь. Они мне сказали, тебе что, заняться нечем? Иди, работай, занимайся своим. Ты нам не нужен. А ты хотел воевать? Чисто поинтересоваться, как там ситуация обстоит. Ну для чего идет человек в военкомат? Вот мне интересно. Потому что боялся, что могут его мобилизовать, возможно. Да, допустим, потому что я как бы... Все же, кто в свое время отслужил, они же состоят на учете. Ты про всеобщую мобилизацию хочешь говорить или что? Ну, вот я решил поинтересоваться. А можно я посмотрю на этого человека? Да. Да ничего, я с тобой присяду рядом. Добрый вечер, как вас зовут? Андрей меня зовут. Добрый вечер, мы из Украины. Я на украинской мове не размовляю, нет, поэтому... Я понимаю, я тоже на российской классно размовляю. Хорошо, говорите. Извините, как вас зовут? Представьтесь. Андрей. Так я уже с ним пообщался. Ну, я же не видела, я позже подошла. Андрей, как ваше мнение вообще по складывающейся ситуации?
Ну, если так вот глобально, то Не, вас никто не записывает, как бы вы высказываетесь, как вы считаете нужным. Я думаю, что весь мир поделился до 24 февраля и после. Это... Так, ну вы слышали, ребята. Вот так вот обычный украинец, собственно, к этому всему относится. То есть там и на Украине сами люди себя подожгли, взяли сами себя подожгли, и оружие у них было, и вообще они этим всем за деньги занимались. И Рамзан Кадыров, естественно, продался. Ну и у нас всеобщая мобилизация. Почему меня не забрали до сих пор? Странно, да?